Привет, Арми. Тэхён и Чингук всегда проявляют свою привязанность уникальным образом, не с помощью преувеличенных слов, а через мелкие детали, которые кажутся такими глубокими. Их взгляды часто задерживаются дольше обычного, словно мир вокруг них замирает, оставляя лишь два сердца, понимающих друг друга. В эти моменты, без звука, без объяснений, существует язык, понятный только им двоим. Их выбор одежды – это не просто мода, это как символы, которые молча говорят. Когда Чингук носит одежду фиолетового и зеленого цвета, многие считают, что это не совпадение, это часть давно сложившейся традиции. То же самое относится и к Тэхёну, который часто включает художественные элементы в каждую деталь, включая такие аксессуары, как красная нить, часто интерпретируемая как символ судьбы, соединяющий две души. Все это кажется частью истории, которую они медленно пишут, не нуждаясь в официальном объявлении. Самое захватывающее в их отношениях – это близость, которая сохраняется даже когда они находятся врозь, словно расстояние никогда по-настоящему не разделяет их. Когда Тэхён смотрит на Чингука, в его взгляде чувствуется глубина, которую трудно объяснить. Он видит не просто коллегу, а человека, ставшего важной частью его жизненного пути. И Чингук отвечает взаимностью, небольшими жестами, тихим, но неизменным присутствием. На сцене их химия неоспорима, их движения часто синхронны, их энергия сливается воедино, и каждый раз, когда их взгляды встречаются, возникает мимолетный момент, который кажется чем-то большим, чем просто выступление, как будто все эмоции, которые они держали в себе, наконец-то нашли выход. Даже в интервью, когда внимание камеры приковано ко многим вещам, их взгляды постоянно возвращаются друг к другу. Их недавние фотографии также подтверждают эту историю. Одинаковые наряды, близкое расположение, дополняющие друг друга выражения лиц – все это кажется тонким посланием для чувствительных людей. Каждый снимок, как новая глава в постоянно развивающейся истории, не требуется никаких подтверждений, не требуется долгих объяснений, просто их присутствие. В этой ситуации поддержка ARMY играет важную роль. Каждый общий момент, каждое памятное событие создают пространство, где они могут быть сами собой, оставаться верными своим чувствам, потому что, в конечном счете, это путешествие принадлежит не только им, оно принадлежит всем, кто внимательно наблюдает. Когда Тэхён появился в ТикТок и мгновенно набрал миллионы подписчиков, это показало, сколько любви он получил. Но самое интересное – это реакция Чингука. Он решил подписаться только на Тэхёна. Простой жест, но наполненный смыслом, словно безмолвное утверждение. Среди множества вещей в этом мире есть один человек, который всегда остается в центре его внимания. Их успех в социальных сетях не пришел внезапно. Это результат долгого пути, упорного труда, честности в работе и настоящей связи. Пока Тэхён делился своими достижениями, а Чингук продолжал расти вместе с ними, они оставались связаны, словно их шаги всегда шли в ногу друг с другом. В документальных фильмах и различных видеороликах их совместное присутствие всегда вызывало уникальные эмоции. Не было необходимости в долгих диалогах или объяснениях, чувства были достаточно ясны, существовала сильная связь, не искусственная, связь, которая развивалась со временем и сохранялась, несмотря на давление индустрии. Чингук известен как немногословный человек, но именно в этом и заключается его сила. Он выражает свои чувства через небольшие действия, через то, как он подходит к людям, через то, как он внимателен. В то время как Тэхён со своей экспрессивной личностью привносит дополнительную теплоту. Они подобны двум разным сторонам одной медали, но они дополняют друг друга. Со временем их сходство стало более очевидным, не только в стиле одежды, но и в том, как они двигались, реагировали и переживали моменты вместе. Это часто происходит, когда два человека проводят много времени вместе. Они начинают разделять ритм, энергию и, сами того не осознавая, становятся более гармоничными. Как на сцене, так и за кадром они продолжают демонстрировать необычайную преданность делу, неустанные тренировки, постоянные усилия и пылкую страсть. Все это не только сформировало их как великих артистов, но и как личностей, которые поддерживают, укрепляют и уважают друг друга. Простые моменты, такие как танцевальная репетиция, легкий смех или спонтанный вызов, запоминаются больше всего, потому что они раскрывают их истинную сущность. Никакого давления, никаких ожиданий, просто два человека, наслаждающиеся обществом друг друга и разделяющие счастье. В
конечном счете, отношения Тэхёна и Чингука – это не о ярлыках, это не о предположениях, это о том, как они проявляют уважение, заботу и близость каждый по-своему. Отношения, которые развиваются со временем, благодаря опыту и долгому совместному пути. И, возможно, именно это продолжает так завораживать многих людей, потому что за светом софитов, за большой сценой и за всеми достижениями скрывается нечто настоящее, нечто, что не должно быть видно, но ощутимо, нечто невысказанное, но всегда чувствуемое, и пока они идут бок о бок, эта история будет жить, развиваться и оставлять неизгладимый след. И с течением времени эта история никогда по-настоящему не останавливается, она просто меняет форму, тихо растет и углубляется для тех, кто действительно обращает на нее внимание. Потому что многое не всегда удается запечатлеть на камеру, многие моменты никогда не становятся достоянием общественности. Но именно в этом и заключается истинный смысл, в тишине, в паузе, в том небольшом пространстве, которое есть только у них двоих. Бывают моменты, когда мир пытается понять их упрощенно, навешивая ярлыки, делая предположения или даже ограничивая то, что должно быть свободным. Но такие отношения нельзя объяснить с одной точки зрения, потому что видимое — лишь малая часть, остальное скрыто в опыте, в воспоминаниях, в долгом пути, который они прошли вместе с самого начала. Каждый их шаг, каждая сцена, на которую они ступают, несет в себе следы единства, которое трудно разделить. Даже когда они стоят одни, тень друг друга остается в том, как они поют, как двигаются, как выражают себя, как будто есть часть их, которая всегда связана, независимо от расстояния, независимо от времени. И группа ARMY, как свидетели этого пути, всегда находит способ чувствовать то же самое, не потому, что они хотят навязать какой-то сюжет, а потому, что то, что показано, кажется искренним, последовательным и живым, год за годом, эпоха за эпохой, никогда по-настоящему не исчезает, а лишь созревает, углубляется и становится все труднее игнорировать. Когда мы оглядываемся на их путь, начиная со стажировки, от маленьких сцен до больших стадионов, от неловких моментов до моментов уверенности, мы видим общую нить, которая продолжает следовать, связь, которая растет медленно, без спешки, без необходимости объявлять о ней, но сохраняется среди всех перемен, среди давления, среди таких высоких ожиданий. Возможно, именно это делает эти отношения особенными, не потому, что их всегда нужно показывать, а потому, что их всегда чувствуешь, даже на расстоянии, даже в тишине, даже когда они не в одном кадре, энергия все еще есть, все еще жива, и ее все еще могут почувствовать те, кто действительно внимателен. И в конце концов, дело не в том, чтобы что-то доказать миру, не в том, чтобы оправдать чьи-либо ожидания, а в том, как два человека выбирают оставаться в настоящем моменте. По-своему, в своем темпе, в мире, часто слишком шумном, чтобы понять простые вещи. Потому что иногда самые сильные вещи рождаются не из громких слов, а из маленьких дел, повторяющихся снова и снова, один и тот же взгляд, одна и та же улыбка, одни и те же привычки, которые постепенно формируют нечто гораздо большее, чем кажется, нечто, что не исчезнет легко, нечто, что выдержит испытание временем. И, возможно, именно поэтому эта история живет, не только между ними, но и в сердцах многих, потому что она дарит надежду, что в быстро меняющемся мире все еще существуют отношения, которые развиваются честно, терпеливо и не искусственно. Итак, пока мы ждем следующих моментов, пока мы ждем, когда они снова встанут вместе на сцене или просто разделят простой кадр, мы знаем одно наверняка, что бы ни случилось, что бы ни изменилось, между ними всегда останется что-то, что не нуждается в внимании, не нуждается в подтверждении, потому что оно достаточно сильно, чтобы существовать само по себе. И пока это так, пока они идут по одному и тому же пути, эта история не закончится. Она будет продолжаться, страница за страницей, мгновение за мгновением, пока однажды мы не поймем, что все это время мы были свидетелями не просто пути двух идолов, а пути двух душ, которые растут вместе, находят смысл и оставляют после себя историю, которая навсегда останется в памяти.